Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Хочу побыстрее записать это видео, потому что ВКонтакте очень много девочки пишут, куда я пропала, что со мной случилось, почему я как-то там что-то пообещала и как бы исчезла, да, с канала. Смотрите, на канале Дзен я для совместных проектов успела выпустить видео, одно, по-моему, по носочному проекту. Потом я уехала в командировку, приехала практически на 8 марта. Вот, ну, естественно, там с бухты-барахты какие-то еще 2 отчетных видео я выпустила, но свой еженедельный влог я не смогла вести. Начала записывать мастер-класс, тоже не смогла закончить, потому что я уехала. А после моего приезда у меня началась учеба, у меня началась работа, у меня добавили еще один рабочий день. И получается, что ну вообще нет времени. Вот сегодня... вот сейчас сколько уже? 10:30 вечера, и я думаю, если я сегодня не запишу, я опять всю неделю не смогу ничего записать. Так что, девочки, я, конечно, постараюсь найти время, все свои обещания по мастер-классам я постараюсь выполнить. Ну вот такая вот ситуация, что я могу сделать? Основная работа, она, конечно же, забирает очень много времени. Сами видите, какие погоды. И уже, наверное, миллион раз я говорила, что я езжу за рулем и приезжаю просто никакая, не то, что там вязание, ничего я не хочу делать. Вот, ну, конечно, я для девчонок, для куклят я вязала. Вот, ну, в других совместных проектах я вязала для внучек в основном. Вот, мне обязательно нужно будет посылочку на днях отправить, поэтому там тоже первоочередно было все закончить. Вот. Ну, для девчонок что-то я вязала и записывала. Я обязательно выпущу мастер-классы, как и обещала, и по пупсику. И там девочки просили меня и вот платьишко лапшу сделать. Потом и по боди написали, мне тоже все просят, что боди, хотя на каналах есть мастер-классы по вязанию бодиков. Ну, ладно, я тоже свяжу. То есть у меня все прям записано, что я должна сделать, да. Но, к сожалению, время забирает работа. И вообще сейчас еще учеба у меня добавилась. То есть забирает очень много времени. Так, ладно, не будем о грустном, не будем. Вот, я вам покажу, что я успела связать. Ну и есть маленькие небольшие покупочки рукодельные у меня. Тоже здесь покажу. Так как у меня кукольный влог, наверное, так быстренько вскользь покажу, что я вот приобрела вот такую носочную пряжу. Это пряжа нашего, это не, ну, производитель, по-моему, Китай. Производитель как Китай, но распространяет, импортер и организация, получается, в Санкт-Петербурге. Девочки вязали уже с этой пряжи. Тут метраж на 100 грамм 390 метров. Для куколок она тоже подходит. Я взяла попробовать белую именно пряжу, потому что она подойдет и для футболок. Так, где-то тут ниточка. Видно, что пряжка тоненькая. Вот, на двойке будет вязаться самое то, да, на ура. Вот, видите, тоненькая пряжа. Здесь состав 100%, стопроцентный носочный, хотела сказать, 75% шерсти, здесь 25% нейлона. Вот, цвет белый. Я ждала, когда выйдет эта пряжа, я не успела в первой поставке купить. Заказывала на Валберес, приходит 3 штучки вместе. Кстати, первая партия была еще секционная, но секционная что-то пропало, нету ее. Вот. Ну, посмотрим, что получится с этой пряжки. Она не чисто, не кипельно белая, но написано, что цвет 05 белый. Вот, так что вот такая вот одна покупочка была, 3 моточка у меня. Далее я взяла спицы себе попробовать, потому что я жалуюсь на спицы Knit Pro, которые Zinc. Вот, именно почему-то у номера 2,75 вот здесь вот отходит леска. Вот именно здесь. И оно цепляется, я люблю носочки вязать на 2,75, и у меня постоянно вот тут вот цепляет. И решила я заказать вот такие Knitting Nova Platina. Заказывала на Валбересе, что-то цена в районе 500 рублей была. Вот 2,75, леска 100 сантиметров. Я еще эту спицы не открывала, я открыла, ну, естественно, и двоечку заказала.
Чем тут мне нравится, тут такая гравировочка есть, что написано номер спицы, прямо здесь. Спицы остренькие, вот кончик острый. Мне очень нравится, как скользит здесь вот это вот соединение. Ну, пока новые, пока хорошие. Писали, что типа леска без памяти, но леска, я вам скажу, с памятью. Еще с какой хорошей памятью. Вот, то есть я немножко ее выпрямляла. Ну, леска с памятью. То есть она вот как была закручена. Видите, вот я даже уже связала свитерочек на этих спицах куколки. Все равно леска закручивается. Вот, и взяла вот такие вот еще попробовать носочные спицы. Тоже Knitting Nova, кубик, платина. Это у меня, по-моему, двойка, что ли. Кстати, чехол снять сняла. Тут вот тоже гравировка есть. Да, тут эти спицы тоже двойка. Ну, попробуй мне, по-моему, у кого-то, какого-то из блогера, не помню уже, как девочки зовут, сказала, что она хвалила эти спицы, говорит, очень тоже скользят хорошо. Ну, я вижу по кончикам, здесь точно такие же кончики, как у спицы на леске. То есть мне должны понравиться. Вот. То есть вот такие у меня рукодельные покупочки. Ну и куда же без девчонок, да? У меня вот такие вот девчонки приехали. Две красавицы. Это малышки 16 сантиметров. Они вот продаются именно вот такой парой. Есть еще темненькая и рыженькая, да, парой. Но я выбрала светленькую и темную. Они не такие, как вот до этого, да, я показывала, да, китайские вот эти вот куколки, которые у меня есть. Вот она, да, девочка. Здесь больше европейский, да, такой молд. А здесь вот, ну, конечно же, тоже глазки большие, все, но сразу видно, что это как девочка-китаяночка, да, у нас как бы такая азиаточка. А вот эти девчонки, они вот мне тем и понравились, тем и захватили, то, что у них молд отличается от этих, то есть они будут уже другие. Даже вот если вот сравнить, смотрите, это такая немножко румяненькая девчушечка, да, винил немножко другой, а здесь такая белый винил, такая девочка бледненькая, тельца у них чем-то схожи. Вот, ну давайте покажу вам, какой производитель. Я не знаю этих девчонок. Вот взяла коробочки, вот они. Читайте, на Валбересе наберете, я думаю, что и вот найдете именно по этому названию этих девчонок. Они идут, вот как я уже сказала, вот так вот парами, вот в таких вот коробочках. Значит, давайте рассмотрим поподробнее. Значит, вот такая вот у меня шатенка. Вот темные глазки у нее. Глазки прорисованные, бровки прорисованы. Все. Здесь вот прическа похожа на предыдущую куколку. Здесь я ей распустила волосики. У нее тоже вот так вот было убрано, как и у блондиночки. Вот в хвостик волосики. Я ей распустила. Немножко я кончики помыла. Вот она у меня стояла. И вот как стояла, так волосики высохли. А тут можем посмотреть прошивку. Прошивка у нее немножко другая, отличается. Видите, здесь полосы идут как бы равномерными. Нету такого, что одна полоса, потом плешь какая-то, потом другая полоса. Вот она как будто бы равномерно, да, но эти строчки идут друг от друга, как бы, ну так, расстояние, ну, далеко. И волосики, они густые. И прорисовочка, смотрите, какая хорошенькая девчушечка. Мне вообще понравилась очень она. Такая миленькая девочка. Вот, и, кстати, они отличаются. Вот, посмотрите, у этой глаза побольше, у этой как бы повеселее даже взгляд, а у этой девчушечки глазки немного такие грустненькие. Вот, такие вот милашки. Здесь полностью все шарниры работают, полностью разработаны они. Вот, девочка вот эта у меня стоит прям на полке, то есть она стоит, не падает, не заваливается. Они без трусиков, тельце обычное,
Все сгибается. Мне нравится, что тут вот черные туфельки, там такие золотистые туфельки. Ну, такие милые девчонки. Очень, мне они очень понравились, как-то в душу запали. Я думаю, надо брать. Вот. Так что, ну, классные девчонки, класснючие. Вот. А вот это вот, смотрите, поближе покажу еще ее. Она у нас такая платиновая блондинка. Глазки такие хитрючие, да, с улыбкой. Вот тоже карие у нее глазки. Прорисовка, бровки и реснички у нее нарисованы. Такой поярче, такой розовые губки. Вот такая милашка. Тоже вся шарнирная. И, кстати, платьишко вот это вот такое хлопковое с этими цыплятами. Оно даже, вон, смотрите, строчка так хорошо сделана. Все обработано. А здесь, так, прыгаю, как говорится, с корабля на бал. Вот, ну, тоже ножки сгибаются. Все так же. Ну, беструсовая команда пока у нас. Ну, пока девочки, вот все, ну некогда. У девчонки тоже такая же прическа практически. А ну-ка. Вот видите как? Здесь была прическа. Сделан вот такой проборчик. И здесь прядка назад шла. Вот, ну, идет. А здесь такого не было. Здесь был просто пробор и закреплены волосики в этой части. И просто вот так вот был сделан хвостик. Вот. Так что вот такие две малышки, две милашки. Ой, мне они очень понравились. И я думаю, что вот и вам должны понравиться. Смотрите, ну вот просто вот покупайте две разные куколки. Классные. Мне они вообще, ну прям в душу запали. Я смотрю на них, прям радуюсь. Вот такие вот девчушки. Так, ну все, на этом пока мои покупки заканчиваются. Сейчас девчонок тут поставлю. Пусть стоят, меня радуют и смотрят. Вот. Ну, давайте перейду к тому, что я вязала. Значит, я состою еще в совместном проекте, который называется «Тепло в каждой петельке», и там нужно вязать аксессуары. Но так как у меня аксессуары никто практически не носит, я все вяжу для своих куклят. Хотя я никогда, ну, не любитель вязать шапки, там, варежки, еще что-то такое, да. Но для куколок я попробовала это сделать, и вроде получилось неплохо. До этого я вам показывала, что тоже один комплект вязала. И в этот раз тоже связала 2 комплекта. Значит, первый комплект у меня связан для паолки. Вот, это такая шапочка с отворотом и вот такие варежки. Там было просто задание сделать варежки с вышивкой, и нужно было использовать оранжевую и зеленую нитку, поэтому вот такие вот у меня смешные варежки получились. Вот, но они мне все равно нравятся. И так, чтобы получился хоть какой-то комплект, я связала еще вот такую длинную тунику на вот этих новых спицах. Вязала, получается, по кругу, но оно получается не по кругу, а тут распашное, а рукава вязала по кругу. Простой ровный крой, здесь высокая горловинка получается, и здесь вот такой вот красивый узор аранами, ну, косы араны. Вот, туничка мне очень нравится. Связана она с пряжи Alize Angora Gold, нет, не батик, Alize Angora Gold, да. Амбре батик, которые такие круглые бобинки. Фотографию вставлю, кому интересно. Это вот у меня остатки остались от шали. И я вот использовала их в вязании для вот этой малышки. Вот можем померить, одеть. Шапочку эту вязала с детской пехорка, детская новинка. Но, если честно, я не в таком, ну, не в восторге от этой пряжи. Мне больше понравилось вязать вот с ангоры больше и с носочной пряжи. Вот такая вот шапочка получилась у меня. Ее можно еще и вот так носить. Знаете, отворот убрать, шапочку повыше поднять. И вот получается как будто бы вот такая шапочка с макушкой такой удлиненной. И так неплохо смотрится. Вот, ну и варежки померим. Вот такая у меня оранжевая девочка солнечная получилась. Уже весна, нужно платье вязать, а я, видите, чем занимаюсь.
вяжу аксессуары. Вот. Ну, во всяком случае, на осень у девчонок будет что одеть, потому что у меня еще 1 месяц будет, и в этом проекте там также нужно задание связать, опять-таки, варежки, опять-таки там шапки надо будет вязать, ну, может быть, еще для какой-нибудь другой куколки свяжу. Вот. Вот такой получился у меня комплект с этими зелеными варежками. Ну ладно, такой какой-то акцент. Ну, конечно же, обувь нужна здесь другая. Наверное, надо будет еще связать гетры, тоже оранжевого цвета. Может, какую-нибудь зеленую полосочку их сделать, чтобы вот этот комплект, он как-то гармонировал. Вот такой вот вещами такими я занималась. Так, ладно, это отставим. Следующий комплект, это у меня был связан на лорочку. Вот, это у меня шапка-ушанка, варежки и снуд. Значит, вязала я этот комплект из пряжи кроха, такого ментолового цвета. И вот этот вот козырек, обвязочку делала из пряжи софти. А варежки вязала из пуха норки, потому что из крохи это было бы, ну, очень так толсто. В принципе, все равно смотрится как комплектом, даже если варежки, они посветлее, да, получились у меня. Давайте вот на эту малышку, Оленьку, оденем, а то она у меня давно не показывалась в кадре. Сначала снуд у меня одевается через голову, вязался он по кругу, как видите, без швов, все. Вот, одевается легко, вот таким образом. Полосики пусть пока там у нас будут. Вот. И шапочка. Она у меня без застежек, ну, без завязок каких-то. Вот так вот. Одевается и фиксируется. Ой, здесь пока я ничем не крепила. В принципе, можно и так вот, без крепежа. Ну, ничего не закреплять. Вот так вот сделать. В принципе, оно, ну, не падает. Вот такой комплектик. Девчонки, еще из длинноглазки мои вообще подходит, да? Ну, мне нравится, прикольно получилось. И, в принципе, завязки можно здесь, конечно, сделать так. Знаете, так, просто так, для декора. А завязывать, ну, можно и завязать. Ну, в принципе, не стоит, потому что не будет видно вот такой вот манишки. Так, ну и, конечно, надо будет, сейчас оденем мы варежки. Так, давайте вот так, наверное, чтобы вам было видно, что варежки тоже подходят, девчонки. Вот. Одевается. Ну, я такие варежки уже вам показывала. С этим как индийский клин, или как он называется. Ну, такой вот с клином здесь вот вывязывается. Вот одну одели. Вторую. Ну, верхней одежды, естественно, у меня нет никакой. Вот. Ну, во всяком случае, мы к следующей зиме уже готовы. Потом, когда закончится совместный проект, я вам все головные уборы покажу в одном видео, потому что у меня там одна шапка, вторая шапка собралась. Так что вот. Вот такой вот наборчик милый получился. Так, следующее, что у меня, девочки, еще? Кроме этого, мне захотелось связать комбинезоны. Комбинезоны я люблю вязать, платья люблю вязать, шортики. Но девчонкам в комбинезонах мне нравится больше. Почему-то. Ну вот, на лорочку я связала вот такой вот комбинезончик. Пряжа это у меня Jeans Special. Вот она. Значит, цвет 947. Кому интересно, это полухлопок. Вязала на спицах 2,75. Вот такой вот комбинезончик получился. Получается здесь, вот здесь сбоку вот так вот он у меня. Видите, короткая спинка. Здесь соединяется, здесь уже вяжутся штанишки по кругу. Здесь также на кнопочках вот этих вот пластиковых. Кстати, они мне нравятся и крепятся хорошо. Такой, знаете, рабочий
рабочий комбинезончик, да, получился у меня. Вот здесь немножко длину можно сделать побольше, но в мастер-классе я, наверное, длину увеличу. Мне так хотелось быстро закончить этот комбинезончик, что немножко, ну, такие вот получились у меня по щиколотку, да, штанишки. Но это не так критично. Самое главное, что здесь вот очень хорошая ровненькая посадка и по попочке, и ластовица у меня здесь вывязана. То есть все как надо. Значит, по этой футболке тоже вязала я под этот костюмчик, но тут у меня я по-новому закрывала рукава. И сейчас покажу. Неправильно немножко, не то что неправильно, закрыла так, как нужно, вот, но очень часто хотелось вот такого эффекта, как вот здесь вот на кофточке, как видите, да, такой вот зигзагообразный с закрытие. И здесь тоже набор у меня был зигзагообразный, а так как это у меня такой пробный вариант, да, и пряжа такая, знаете, старенькая, вот, я просто попробовала, посчитала, рассчитала, как говорится, записала там, где мне надо исправить, вот, и поэтому здесь у меня, ну, нету никаких этих пуговичек, ничего я не делала, просто вот вязала как образец. Ну, то есть длиной меня устраивает, как закрытие устраивает. В принципе, рукава, горлышко мне все устраивает. Единственное, что вот здесь вот немножко косяк в том, что я немножко неправильно закрыла. Не так, как я... Не так, как хотела, а вот именно надо было вот так, а я сделала здесь немножко по-другому. Вот. Ну, то есть тоже вот эту футболочку тоже я связала. Так, ну и, конечно же, куда же без новой девочки? Маленькую малышку-то надо одевать. Да, одно платьице у меня связано на нее, такое домашнее, классическое. Но мне захотелось повторить такой же точно комбинезон, как я сейчас вот вам показала. Он точно так же вяжется, только петель поменьше, ну и прибавок также поменьше, потому что бедра же у нас узкие, а еще, видите, не довязан. А здесь вот принцип вязания, да, он одинаковый. Вот все то же самое. Да, единственное, здесь я попробовала как связать и как мы рукава с вами вяжем. Вот та моделька, она связана все по кругу, а здесь получается, значит, эти две детали вяжутся отдельно, потом соединяются, вяжутся по кругу. И когда мы доходим до ластовицы, то тут уже вяжем штанинки не по кругу, а обратно поворотными рядами. В принципе, смотрится тоже аккуратно. Потом я довязала, считайте, до низу, вот так вот сшила, начала эту вязать штанинку. Также там сшила и там закрепила. Вот. И получилось тоже неплохо. Вот. Футболку тоже специально вязала под этот комбинезончик. Ну, она, в принципе, простая. Тут просто регланная линия немножко такая необычная, да, тут косами. И эти косы, они перешли вот так вот в подмышку здесь. Ну, тут тоже немножко надо доработать. Футболка сама мне нравится. Вязала я ее из пряжи Lana Gold 800. По-моему, 682 или 4 цвет. Это серый меланж. Вот так, если присмотреться, можно увидеть. Вот, идеально села на эту малышку вообще. Мне очень понравилось. Все, как бы вот все расчеты именно по этой пряже сели хорошо. Кстати, я еще не мерила, комбинезончик я мерила на наших подружек, да, Макс и Джесси. Комбинезончик подходит ей, а вот футболочку я еще не мерила. Ну вот, смотрите, как тут у меня получается, что бретельки вяжутся отдельно, набирается здесь, и вот они вяжутся наверх, сюда. И здесь именно задумка такая, знаете, вот как строительные комбинезоны есть, а здесь свободно, да, у строителей. Вот задумка тоже на этом комбинезоне именно такая, не в обтяжку, а именно вот так вот, чтобы было тут свободненько. То есть раз, отсюда можно и футболочку поправить, и все. Вот, так что вот такой комбинезончик. Вязала я ее, значит, вяжу спицами 2,5. На пряжка у меня вот такая. На 50 метров я посчитала, на 50 грамм я посчитала, что должно быть 75 метров. Но тут не 75 метров. Пряжа это с фикс прайса. Она, конечно, такая грубоватая. Вот, вязать тяжело с нее. Ну, вот реально, вот прям петли тяжело идут.
Сам эффект, как получается, мне нравится. Даже, видите, полоски я не подбирала, как шло, так и шло. И тут тоже, на этом комбинезончике, тоже вот как шли полоски, так они и идут. То есть тоже получилось как будто бы, прям как будто подобрано, да, тоже ровненько. Вот, ну, можно при желании, можно и полоски, видите, тут подобрать. Значит, буду пробовать вязать. Но я все равно в любом случае и тот я хочу выпустить мастер-класс, потому что это даже для меня нужно. Я записываю на бумаге, но когда я, например, что-то хочу перевязать свое, я смотрю свое видео, мне так легче как-то усваивать, да, что-то подсмотреть, что-то сделать. Вот. То есть этот комбинезончик я тоже буду записывать, и его я буду вязать с пряжи с джинса. Вот, попробую. У джинса тоже вот такая же, да, такой же метраж на 50 грамм, 160 метров. Конечно же, хотя здесь, ну, типа пишут, что тут у нас, ну, то, что на 40 грамм 60 метров, но я думаю, что это какая-то неправда, потому что вот если вот так вот сравнивать, то эта пряжа, она как будто бы тоньше, чем вот этот джинс. Ну, здесь, видите, она, получается, какой-то шнурок, и на нем вот такой вот какая-то опушка. Вот, но попробую именно связать с той пряжей, которая, ну, у многих будет в доступе. То есть вы уже сможете подобрать ту пряжу, которая у вас есть в наличии. Я думаю, что что-нибудь придумаем. Вот. Так что вот такой комбинезончик у меня здесь тоже связался. И радует меня глаз, хотя бы, что я это успела сделать. Вот, ну все, я думаю, что на этом буду заканчивать. Так, наболтала кучу. Честно, очень я скучаю по каналу, очень скучаю. Вот, знаете, вот хочется иногда, чтобы вот время было столько, чтобы с утра до вечера что-то делать то, что ты любишь, но не то, что тебе нужно делать. Вот, ну что делать? Приходится делать выбор не в пользу моих малышей. Вот, ну что, покажу всех в кадре, насколько получится у меня. Вот они, девчушки мои. Так, здесь надо будет нам застегнуть. Вот одна моя красоточка, вторая красоточка. Ну-ка нам вот так вот на девчушек наших смотри. Вот Мариночка. Марина и Пал, это у меня Ириша. Да, если помните. Это у меня Оленька. Вот она, моя зеленоглазая красоточка. Это у меня Настя. Это у меня Иришка. Вот. А это у меня Клавушка. Вот так вот. Вот такое разнообразие у нас, девчонок. Все, девочки, всем пока-пока. Я очень была рада записать это видео для вас. Я надеюсь, что оно было интересным, полезным. Увидимся с вами в следующих подключениях. Надеюсь, что наша встреча произойдет очень-очень быстро. Все, всем пока-пока. Да, забыла вам показать. Хотела же переодеть комбинезончик, который на Marina & Pao связан у меня. Хотела показать, как будет смотреться на наших девочек-подружек. Смотрите, длина все подходит полностью. То есть и здесь, это учитывая то, что у меня здесь одеты колготки и одеты вот такие вот трусики. Не трусики, шортики, в которых вот полочки приходят. То есть здесь даже можно сказать, что ничего не выпирает, ничего не торчит. Вот. Вот так. Тоже ничего не надо будет пересчитывать, просто вяжем и все. Здесь вот будет бретелечка, ну и здесь вторая. Вот, ну немножко у них, видишь, попки, видите, попки поплоще, ну такие плоские больше. Ну, вот эта прибавка, которая здесь у меня сделана под девочек, здесь, в принципе, она никак не портит, никак не мешает. Может быть, за счет этой прибавочки и получается, что штанишки садятся хорошо. Вот если девочек сравнить, прическа испортилась, голеньких, да, вот. Немножко вот так.
по высоте они же одинаковые у нас, да, вообще идентичны. Может быть, она на полсантиметра повыше, да, Марина Пау. Вот. А здесь у нее побольше талия, а здесь больше выпуклый животик. Но все равно комбинезончик на эту девочку подходит. Кофточка, как видите, села вообще очень хорошо. Вот она, кофточка. Нигде тоже не расходится, не топорщится. Вот она. Села хорошо. То есть можно смело вязать и на эту девочку. Если будете вязать на эту девочку, то подойдет и этой девчонке. Ну все, на этом уж точно сейчас все. Пока-пока.